Это канал творчества для всей семьи. Оригинальная ключница из мусора. Заготовку вырезала из толстого гофрокартона. Детали из тонкого гофрокартона склеиваю вдвое. Зашкуриваю грубой наждачкой. Оклеиваю крафт бумагой и клеем ПВА, разведенным водой. Для горшочков понадобятся яичные лотки, вернее только крышки от них. Структура такого картона напоминает толстый фетр, и прошивать его довольно легко. А можно и не шить, а просто склеить. На канале есть еще идеи, где я использую этот картон в качестве сшитых основ для поделок. Ссылка в описании. Раскрываю наподобие кармана и набиваю кусочками фольги, можно комочками бумаги. Заготовку слегка смачиваем водой и покрываем тонким слоем любой самозатвердевайки. У меня масса DAS терракотового цвета. Масса DAS довольно мягкая и не очень хорошо выходит из молдов. Эту проблему можно решить. Положите молд с массой в морозилку минуты на 3. Заготовка высохла, покрываю ее тонким слоем строительной шпаклевки. Из крышек от яичных лотков вырезаю полоски шириной 3 см. Крышки от лотков я не выбрасываю. Это отличный материал для творчества. У этого картона интересная фактура, которой просто нельзя не воспользоваться. Окрашиваю акриловыми красками. Уголки и ребра натираю парафиновой свечой. Тонирую белилами методом сухой кисти.
Грубой хозяйственной губкой стираю краску с уголков и ребер. Этот метод состаривания очень хорошо подходит для деревянных поверхностей, но и здесь тоже получилось. Теперь тонирую керамические горшочки. Мокрой кистью темно-коричневой краской прохожусь по всем углублениям, создаю тени. Сухой кистью выделяю рельефы. В основной тон добавила каплю черной краски. Получился серо-голубой, более темный оттенок. Мокрой кистью наношу между досточками и сразу вытираю излишки. Горшочки покрываю глянцевым лаком, а саму ключницу матовым. Подвесы у меня тоже из мусора, открывашки от жестяных банок. Спасибо за просмотр. Буду рада комментариям. Поставьте лайк, если это видео вам понравилось. И, конечно, не забудьте подписаться. Увидимся.